Здравствуйте, говорит Татьяна Дьяченко. Это видео о том, как попытка заслужить любовь нарциссической матери разрушает собственную жизнь и травмирует детей. И вот пишет на моем канале комментарий Шут 8090. Для меня мама всегда была авторитетом. А потом я поняла, что в ее глазах я никогда не стану лучше ее, даже не то чтобы лучше, не буду даже близко стоять с ней на одной ступени. В детстве брат был на мне, мама работала много, отец пил, но она тянула его на лечение каждый раз, потому что ей нужны были деньги. Сейчас я понимаю, почему он пил. Я сама провалилась в это на год. Она постоянно обесценивает, то плохая работа у меня, то хорошая, но плохо оплачивается, то я детей ращу не так, не контролирую. Я хозяйка плохая, отдыхать не умею, надо по театрам ходить, в бассейн, а я домоседка. И всегда идет такая трансляция, что она на моем месте давно бы преуспела там, где я потерпела неудачу. А за то, что она мать, я должна ей по гроб жизни. Это она говорит постоянно. Мой брат-айтишник убедил ее написать завещание только на него. Ну вот это типичные черты нарциссической матери. Обвиняет, обесценивает, критикует. И у таких женщин и мужья часто спиваются. Они как бы уходят в этот виртуальный мир, чтобы не чувствовать эту боль. Ну и классика, конечно, это наследство. Нарциссическая мать никогда не делает наследство поровну своим детям. У нее дети делятся на золотого ребенка и козла отпущения. И золотому все, козлу отпущения ничего. И с моими детьми, говорит эта женщина, отношения теплые, мы дружим, им по 18 лет, дочь и сын. Рассказывают мне все свои секреты, даже самые страшные, но лучше мне их знать, чем изображать из себя правильную Матрону, от которой приходится все скрывать. Мне только очень жаль, что я тоже оказалась травмирующей матерью. Растила их одна. 2 года назад попала в глубокую долговую яму. Мама предлагала, чтобы мы переехали жить к ней. Тогда это был единственный выход. Я не смогла. Я провалилась в алкоголь. Была попытка суицида, откачали. Тогда я приняла ее помощь уже после этого и переехала к ней. А закончилось все ужасно. Я сбежала от нее, а сын остался с ней. Она его гнобит постоянно. Дочь у ее отца. Но вот когда растит вас мать-нарцисс, вы невольно сами становитесь угрозой своим детям. И вот мы видим этот пример. Особенно, когда вы пытаетесь заслужить ее любовь. Вы концентрированы на ней, а не на своих детях. А обычно бывает так. Или мать нарциссическая, я имею в виду, или дети. И дальше она говорит, я работаю уже, сняла квартиру, дети со мной теперь. Уже год, как я на верном пути, к алкоголю не приближаюсь и не собираюсь. Ну, поздравляю, что вы смогли преодолеть зависимость, вышли на верный путь. Не у всех это получается, некоторые просто спиваются. И вот когда вы с нарциссами, у вас уходит все. Ваша самооценка, ваша энергия и ваши деньги. И, возможно, вот это была причина, почему вы оказались в долговой яме. То есть это было результатом тех потерь. И причем не только вы страдаете, а страдают ваши дети. И в итоге вот эти дети жили 2 года без матери и видели ее пьянство и ее попытки суицида. И я вам очень сочувствую, вашим детям тоже. Но надеюсь, что теперь дети уже лучше, отношения у вас изначально были с ними хорошие, добрые, а травму можно преодолеть. И для этого можно обратиться к психологу для проработки травм, а также есть техники самопомощи, которые можно найти на моем канале в плейлисте «Техники самопомощи». И вот когда вы говорите людям, мать это святое, надо продолжать общаться с матерью, во что бы то ни стало, она тебя вырастила, выкормила, даже психологи это говорят. Вот это не всегда совместимо с жизнью. Некоторые не выживают по разным причинам, по причинам болезни,
которые спровоцированы этим стрессом общения с матерью, или алкоголизма, или по причине суицида. Поэтому, пожалуйста, не говорите никому, ты должен общаться со своей матерью, потому что вы можете сделать вклад вот именно в такие последствия. И вот здесь из-за одной нарциссической матери страдают сразу 3 человека, и это женщина и ее дети. А больше о последствиях, которые создают токсичные родители, смотрите в плейлисте на моем канале «Токсичные родители» и читайте книгу «Мать – это святое». Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите вопросы, комментарии, свои истории, подписывайтесь на мой канал. Если хотите записаться на консультацию, переходите на мой сайт, страницу услуги. До свидания, это была Татьяна Дьяченко.